Вы на канале «Это вкусно». Сегодня я буду готовить баклажаны, фаршированные брынзой и помидорами с добавлением специй. Блюдо получается ароматным, сочным и вкусным. Отличный вариант для легкого ужина. Список всех ингредиентов будет в конце видео, а я начну готовить. Баклажаны для этого блюда лучше брать молоденькие. Хвостик у них я не отрезаю, буду готовить прямо с ним, а просто подрежу вот эту зеленую часть. Чистить весь баклажан я тоже не буду, только с одной стороны. Для чего я это делаю, расскажу в процессе приготовления. Вот таким образом я подготовила все баклажаны. Теперь возьму скалку и немного прокатаю их. Так немного размягчится мякоть, и кроме того получается более плоская устойчивая форма. Можно еще аккуратно отбить. Ну и это еще не все. Укладываю баклажаны в форму. Хорошенько посыпаю солью и поливаю оливковым маслом, можно растительным. Затем делаю глубокие надрезы крест-накрест, так баклажаны быстрее и равномернее пропекутся. Ставлю в разогретую до 180 градусов духовку на 20-30 минут. В данном случае важно, чтобы мякоть баклажанов хорошо пропеклась и стала мягкой. У меня на канале есть рецепт приготовления рататуя. Очень вкусное и оригинальное блюдо. Видео вы можете посмотреть, кликнув по ссылке в правом верхнем углу. Пока баклажаны запекаются, я приготовлю начинку. Помидоры надрезаю крест-накрест и заливаю кипятком на 2-3 минуты. Отставлю их в сторонку и нарежу пока сладкий перец маленькими кубиками. Перекладываю в миску. Помидоров сливаю в горячую воду и заливаю холодной. После такого температурного шока кожица с помидоров очень легко снимается. Нарезаю помидоры мелкими кубиками. Перекладываю в миску. Теперь о сыре. Я беру два вида сыра. Один мягкий, рассольный, у меня брынза, но можно взять фету или адыгейский. Нарезаю его небольшими кубиками и также отправляю к овощам. Самое время поставить рецепту лайк. Сделайте это, чтобы видео посмотрело как можно больше зрителей. Так вы поможете развитию моего канала. Второй сыр берите такой, который хорошо плавится. У меня это моцарелла. Натираю его на мелкой терке. Примерно треть откладываю, он мне понадобится чуть позже. А основную массу всыпаю в миску. Мелко нарезаю базилик. Чеснок выдавливаю через пресс. Добавляю в начинку соль, свежемолотый черный перец и орегано. Вливаю немного оливкового масла. Перемешиваю. Добавлю еще красок. Мелко нарежу петрушку и кинзу. Вы можете добавлять любую зелень, которую любите. Обязательно попробуйте готовую начинку, и если нужно, то добавьте специй, потому что количество соли может сильно отличаться в зависимости от того, какой сыр вы используете. У меня на канале есть рецепт очень вкусного теплого салата с баклажанами. Видео вы можете посмотреть, кликнув по ссылке в правом верхнем углу. Баклажаны запеклись. Проверяю. Да, они готовы, серединка мягкая. При помощи 2 вилок я измельчаю серединку. Для этого я снимала кожицу с этой стороны. Очень удобно. Затем достаю мякоть и перекладываю к начинке. На данном этапе попробуйте мякоть баклажанов, и если нужно, то обязательно присолите сам баклажан и немного начинку. Начиняю баклажаны. Начинки не жалейте, пусть будет с горкой.
у меня как раз ушла вся. Присыпаю баклажаны тертым сыром, который я откладывала, и отправляю в разогретую духовку при 180 градусах еще на минут 15-20. Готово. Посмотрите, какая красота! Очень ароматно, сочно и очень вкусно. Для приготовления мне сегодня понадобилось 3 баклажана весом 700 граммов, 1 сладкий перец весом 80 граммов, 2 помидора 200 граммов, 1 зубчик чеснока, 120 граммов брынзы, 100 граммов моцареллы, базилик, кинза, петрушка, пол чайной ложки орегано, соль, черный перец и оливковое масло. И вот такое замечательное блюдо получилось. Готовьте и наслаждайтесь. Мои любимые рецепты блюд из баклажанов смотрите в этом плейлисте. Понравился сегодняшний рецепт? Поставьте лайк этому видео и не забудьте подписаться на канал. Это вкусно!